Мы уже с вами написали небольшую программу, в которой у нас есть несколько переменных. Это количество денег в начале, цена печенья и цена конфет. Дальше мы покупаем печенье и выясняем, сколько у нас осталось денег после покупки. И в конце проверяем, хватит ли оставшихся денег для того, чтобы купить конфеты. И в зависимости от результата мы выводим на страницу сообщение. Да, у нас хватит денег, либо нет, денег не хватит. Кроме того, мы уже познакомились с консолью, где отображаются ошибки нашей программы. Например, если вот здесь мы случайно опечатаемся, то в консоли мы увидим ошибку, что переменная с вот таким именем не существует. При этом здесь даже написано, в каком файле и в какой строке произошла эта ошибка. Вот наш файл app.js, и в нем в 14 строке у нас есть переменная, которая не была раньше объявлена. Вот здесь вот я пишу букву N. Так вот, в консоль могут выводиться не только ошибки. Мы можем сами выводить туда информацию. Для этого вот здесь вот вместо document write я напишу console log. Команда console log выводит сообщение в консоль, а не на страницу. И теперь вы видите, что на странице у меня остался только заголовок Mate Academy, а сообщение, что у меня достаточно денег, отображается в консоли. Давайте используем console log и вот здесь, для ситуации, когда денег у меня будет недостаточно. Итак, теперь я уменьшаю сумму, пусть у меня вначале было 10, а не 18, и тогда я вижу в консоли сообщение, что денег у меня не хватит. На практике информация на страницу попадает совсем по-другому, не при помощи document write, поэтому мы не будем им пользоваться вообще. А вот console log используется довольно часто, чтобы, например, посмотреть, какие значения хранятся в переменных. Давайте, например, посмотрим, сколько же у нас осталось денег. Итак, вот здесь, после того, как мы уменьшили amount, я вписываю сюда console log и наша переменная amount. И теперь мы видим, что после покупки печенья amount теперь всего 3. Для понятности, кроме значения amount, мы можем вывести и какое-то пояснение. Для этого я сейчас пока уберу amount, поставлю здесь кавычки, в кавычках напишу какое-то сообщение, например, amount is. Дальше после кавычек я ставлю запятую и пишу amount. И теперь мы видим, что в консоли у нас отображается сообщение amount is, а потом значение нашей переменной amount. В дальнейшем мы будем пользоваться именно console log для того, чтобы проверить, как работает наша программа.